Всем привет! Вы на канале Вкусно покушать с Тотти. Сегодня я готовлю трубочки из слоеного теста с заварным белковым кремом. Они получаются очень вкусными. Давайте приготовим. Для приготовления слоеных трубочек вам понадобятся конусы. Вы можете приобрести их в магазине, заказать на AliExpress, либо сделать, как я, вот такие самодельные конусы своими руками. Для этого вам понадобится бумага А4, делим ее пополам. Затем формируете такой вот конус. Диаметр выбираете по желанию, но чем уже, тем лучше. И закрепляете конец. Можно клеем, скотчем, либо степлером. Я приклею скотчем. Этот край я сложу, чтобы ничего не торчало. Далее я обворачиваю его фольгой или пергаментной бумагой, как у меня здесь. Все, вот такой вот конус у меня получился. Он хорошо держит форму. Я буду использовать готовое слоеное тесто. Я его уже разморозила, оно тепленькое, мягкое. Раскатаем его. Но не нужно раскатывать слишком тонко. Теперь тесто делим на полоски шириной около 2 сантиметров. Далее тесто наматываем на самодельные конусы. Скорлупу яиц я хорошо промыла при помощи мыла. Теперь отделяем белки от желтков. Делаем это аккуратно, чтобы в белки не попало ни капли желтка. Желтками смазываем тесто, для этого хватит 3 желтков. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 15 минут. Смотрите по мощности вашей духовки. Вот так вот хорошо пропеклись трубочки. Изнутри тоже все хорошо пропеклось. Теперь убираю конусы и даю трубочкам остыть. Они должны полностью хорошо остыть. Приготовим белковый крем. Для него нам понадобится сироп. Сделаем его таким образом. В посуду с толстым дном наливаем воду 50 мл и сахар. Здесь 180 грамм сахара. Перемешиваю до полного растворения сахара. Как только закипит, уменьшаю огонь до среднего и оставляю кипеть его на 5-6 минут. В это время часто перемешивать не нужно. Можно иногда в течение 5 минут раза 3 помешать, этого достаточно. Пока варится сахарный сироп, нужно быстро взбить белки до плотных пиков. Напоминаю, что посуда, в которую мы отделяли белки, должна быть чистая, ни грамма воды и жира. Также венчики от миксера тоже должны быть сухими и чистыми.
Добавлю 1/4 чайной ложки лимонной кислоты и продолжаю взбивать. Белки готовы. Вот такие они устойчивые получились. Готовность сахарного сиропа проверяем таким образом. Нужно в холодную воду капнуть. И надеюсь, вам видно, что сахар не растворился, сироп не растворился, а оформился на дне стакана. Вливаем сироп в белковую массу. Получился такой заварной белковый крем. Для заполнения крема я буду использовать обычный целлофановый мешок. Вот такое лакомство у меня получилось. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи, друзья! Приятного чаепития!